Сегодня тема семинара – это внедрение и распространение моего учения о спасении гармоничном развитии посредством восстановительного комплекса. Методы проявления души, духа и сознания в динамике тела человека. В данных методах рассматривается позиция, когда тело человека является организующей средой, и при этом происходит организация как непосредственно процессов в теле в самом, так и процессов внешних, то есть возле физического тела, так и на любом удалении от тела. В связи с этим рассматривается именно позиция души, духа и сознания, где проявление, например, души, это в том числе и действие души, то есть реализация души, например, в виде тела, реализация души в движении тела и реализация одновременно в создании для данного тела, например, событий. При этом тело рассматривается не как пассивная система, а как самоорганизующаяся система, где душа в том числе создает условия фактически для следующего элемента развития как тела, так и всего мира. То есть речь идет на самом деле о высоком интеллекте, сопоставимым с интеллектом такого плана, где создатель дает знания, то есть интеллект с действием создателя, когда будущие процессы могут формироваться, например, только на духовной основе, или будущие процессы могут формироваться только на основе, предположим, сознания. В связи с этим данный семинар, он основан на том, что мы фиксируем достаточно строго какую-либо одну систему действия, например, действие души, обозначаем, в чем это действие заключается, и дальнейшее действие можем строить на любом другом элементе, например, на действии духа. И при такой постановке действие души, где душа проявлена, например, частью тела, заключается в том, что когда, например, происходят какие-то процессы внутри человека, то, предположим, действие души по реализации, например, функции позвоночника заключается в том, что позвоночник, кроме того, что он организовывается, да, в теле, он еще осуществляет функции, взаимосвязи с другими частями тела. Одновременно глазами можно видеть, что происходит динамика тела, человека, причем речь идет о теле человека, что передвижение происходит вертикально. Когда мы говорим понятие тела как тело внешнее, например, любой объект информации, предположим, тело как физическая среда, то в коллективном сознании понятие тела соответствует этому понятию ряд других понятий. Соответственно, когда мы вообще восприятие каким-то образом начинаем анализировать, то мы видим, что для, например, позвоночника человека тело в виде, предположим, физического тела, камня, например, это есть объект внешний. И вот когда внешний объект информации от внешнего объекта через духовную основу переходит на тот же позвоночник, в этот момент организовывается клетка внутри плотного физического тела человека. Поэтому, если рассматривать это как закон, что любой внешний элемент, который связан, например, с элементом внутренним, и при этом мы, например, глазами видим, если не смотреть анатомический атлас, то физическим зрением видим, например, только обычное человеческое тело, мы же не входим физическим зрением внутрь, то вот технологией перехода внутрь, то есть внутрь именно физического тела, является именно импульс, где логика, именно логика обычная, бытовая в том числе логика человека, ловит внешний сигнал, и на этом сигнале, предположим, от камня, от растения, от любого вообще объекта информации, на внешнем сигнале просто-навсего осуществляется вход во внутреннюю систему. Такой лифтовой, в кавычках, принцип. Посадить элемент сознания в некий лифт заехал внутрь системы, и происходит действие по контролю, как самоконтроль, иметь в виду, что это именно, прежде всего, это самоконтроль. А затем уже это контроль внешней среды. Так вот, понятие самоконтроля на духовной основе и понятие контроля по внешним признакам для души это одно и то же. Как только вы, попадаете в эту систему, где
самоконтроль и контроль как бы внешний, это одно и то же, вы находитесь в состоянии действия души. То есть фактически это и есть то, что воспринимается сознанием как душа человека, действующая. То есть я вывел достаточно строгую формулировку, если вот прослушать это с самого начала, где мы выявляем именно жесткую статичную форму действия души. Так вот, действие души, оно же происходит где-то, в данном случае оно происходит в физическом теле. Поэтому действие души на духовном уровне восприятия неразрывно связано с физическим телом. Следовательно, получается, что физическое тело, оно достаточно органично, достаточно, в общем-то, спокойно сочетается с тем, что мы называем физическим телом, как проявлением действия души. То есть душа и тело в данном случае это, вообще говоря, одно, вот при таком уровне рассуждения. И получается, раз душа и тело это одно, то восстановить тело это всего лишь навсего, за счет внешней диагностики состояния души, например, духовной диагностики, определить, в чем вообще задача души, в чем какие-то проблемы, а потом на логической фазе сознания добавить, например, аспекты духовного управления, и мы получаем фактически восстановление, в общем-то, развитие души. Ведь любое развитие – это есть элемент действия, некий элемент, где существует сопротивление. Если это все нормировать, то мы получаем здоровое тело, развивающееся по законам души, по законам, на самом деле, создателя души. И когда мы соединяем фактор создатель души, здесь, вообще говоря, растет логика на душе. Вот, например, мы можем входить во всю систему мира, каким образом? Логически рассуждать. Да, есть внешняя система мира, она бесконечна, это логика. А если мы хотим, войти в систему мира и одновременно управлять внешней системой для бесконечного развития, то мы исходим из того, что Создатель, создавший весь мир, он также ведь создал и душу одновременно. Следовательно, мы можем через душу входить через термин «создатель души». Значит, получается, создатель души – это одновременно создатель мира. И если мы пользуемся таким принципом одновременности, то дух и душа, действие духа и души – это одно и то же в каком плане? Имейте в виду, что это абстрактный перенос для сознания. Это одно и то же, что и дух, и душа одновременно создают тело для сознания. Остался очень маленький переход. Осталось только лишь перейти к тому, как на сознании контролировать вообще организацию всего тела. Вот на уровне духа, я почему специально разделяю, это оптическая фаза духа. Она возникает как бы перед нами и импульсом таким мягким проникает внутрь именно души, то есть не доходя, кстати, часто до физического тела, а воспринимается как внутри тела. И вот этот уровень, это то, что характеризует именно уровень всеобщего развития мира. На самом деле любой элемент реальности, он проявлен в большей степени в каком-то месте, например, как я сказал сейчас об импульсе, а в определенной степени он проявлен, например, в той или иной степени в любом другом месте. И вот это действие одновременности показывает, что для того, чтобы на логике продиагностировать все, чтобы вообще на логической основе найти ту точку, например, человека, внутри человека, причем она же может и двигаться, она может быть динамичной, через которую полностью организовывается тело. Так вот эта логическая фаза, это есть то, что, как я сказал, произошло одновременно соединение позиций духа и души в физическом теле. И внешний контроль – это уже логический контроль, который вырастает фактически из трех систем. Это физическое тело, как таковое, которое мы воспринимаем. Это душа. При этом в оптике восприятия свет души очень близок в этом уровне к свету физического тела. Вот имейте в виду, там, где свет физического тела восприятия уже очень близок к свету души, это значит, происходит процесс управления телом, предуправляющий процесс. Одновременно, более глубоко, это уже полное управление. И вот дух, который разграничивает, это и есть то, чем вы смотрите. В данном случае вы смотрите духом. И когда вы видите вот эту разницу в оптике восприятия, ведь сейчас я даю, на самом деле, очень жесткие системы в плане вырисовывания архитектуры именно
модели фактически геометрической. Так вот, дух – это то, чем вы смотрите. Вот в данном случае я сказал, что можно смотреть духом. И когда вы смотрите духом, то вы видите, например, что духом можно смотреть там через позвоночник. Но если вы, например, позвоночник не смотрите в анатомический атлас, то вы видите позвоночник таким, каким он есть, в условиях бесконечной смены параметров событий мира. И вот эта вот бесконечная смена, чтобы она была устойчивой для индивидуума, спроецирована в основном, да, в физическом теле, здесь и есть логика, растущая как элемент внешней среды и как элемент вашей системы, ну, как бы внутренней, то есть физическое тело, ваша душа, ваш дух. Получается, логика – это есть некое соединение внешнего, ну, как бы множества и всех ваших элементов развития. Получается, что вот промежуток – граничная система. Если вы не углубиться в граничную систему, мы попадаем опять в состояние души, опять в состояние духа. То есть, казалось бы, да, моносистема логическая, как только мы пытаемся ее делить, она сразу, значит, начинает быть разделенной, но опять же по канонам души и духа. Следовательно, если мы говорим вообще о социальных процессах, то развитие идет по законам души и духа, по законам вообще Создателя. И чтобы нам увидеть, что нам дальше нужно, нам надо всего лишь навсего раздвинуть эту границу в любом уровне будущего события, посмотреть задачи Создателя и, вообще говоря, успеть еще, например, если нужно научиться, тогда получается каноническое развитие в плане, например, там, здорового тела, здорового духа и, соответственно, нормированных событий. Так вот, нормирование событий, то есть восстановительный именно принцип управления, в данном случае заключается в том, что мы будущее событие перед собой как бы разделяем на определенные фрагменты информации, в оптической информации. То есть надо научиться двигать информацию так, как если бы свет, который движется, предположим, на уровне обычных физических процессов, предположим, значит, если мы рассматриваем физический свет от солнечного зайчика, понятно, что он неустойчив, зависит там от зеркала, и ощущение вот этой неустойчивости физического света, зависящего, например, от прожектора, от источника, и свет, который не имеет форму, вот это вот ощущение своеобразное, да, его можно, наоборот, в плюсовой форме перевести, когда вы работаете с собственным восприятием, и перевести в такую систему, когда вы можете выделять конкретные фрагменты, например, там, конкретную форму света такого-то цвета. Этот цвет соответствует душе. И следующий цвет, например, он соответствует там, духу. Движением этих цветов, на своеобразной панели управления, вы можете создавать устойчивую структуру управления, и причем такую, которая является универсальной. Потому что, как я сказал, если мы рассматриваем сознание как, например, фактор внешнего мира, и то, что это есть наше, да, с нашей стороны, то это своеобразная как бы подложка. Если рассмотреть пульт управления, то это подложка этого пульта. Если мы придадим душе, например, там, светло-синий цвет, да, например, и обозначим фрагментом некой такой формы, которая находится в жесткой позиции перед нами, то движением, например, этого фрагмента мы можем делать управление, вообще говоря, в любую систему. Потому что сейчас, то, что сейчас я описал, это принцип выхода в систему физического мира. И этот выход, он еще такой, что вы сами ничего, в принципе, не тратите. То есть вы всего лишь навсего нашли связующее звено в области сознания, вы попали в ту фазу сознания, которая находится на самом деле на стыке, как бы внешней реальности и ваших фактических размышлений. И остается только лишь задействовать механизм вот этот оптический таким образом, чтобы ваши размышления были передаваемы. Вам нужно там восстановить. Следовательно, вы должны так двинуть эту, например, какую-то сферку, да, именно то, что соответствует душе причем. И диагностика состояния, что это соответствует душе, это состояние заключается в том, что, во-первых, вы можете назначить. Ведь душа бесконечна, назначенный фрагмент навсегда тот. И если вы хотите, например, работать через дух, который имеет бесконечный уровень развития, то надо создать сначала форму. То есть при таком методе работы фрагмент души, он находится всегда в рабочем состоянии. А вот дух, он требует сначала форм. Некая полость, как будто бы напустили газ, например, да, и крутите эту сферу с газом. То есть, поэтому, если мы проводим анализ дальше, то
ясно, вот на логическом уровне понятно, что душа работает всегда. Но почему? Понятно, да? Например, какие вот четкие ответы в этом существуют, да? Создатель создал душу, следовательно, она всегда работает. А где находится та информация, что она всегда работает? Информация находится в области постоянно жесткой, статично работающей структуры. То есть жесткая, статичная среда, которая является работой души. Она находится в нужном месте и содержит весь периметр будущей работы. То есть смысл тот, что... Почему мы знаем? Потому что там заложено, что делает душа в каждый элемент. Ну, например, растет растение, да, создатель создал растение, ясно, что существует закон роста растений. Следовательно, понятно, что там через какой-то период растение может быть какой-то величины, и для этого нужны какие-то условия. То же самое, если распространить принцип работы создателя, как универсальный принцип, существует в душе. И поэтому понятно, что душа всегда работает. Вот дух, он может иметь или одно состояние, или другое, может быть в бесконечном удалении, может быть рядом, да, с точки зрения восприятия именно. А чтобы его зафиксировать, следовательно, мы должны как бы назначить ему состояние, то есть форму ввести. Вот мы ввели форму, взяли эту сферу и начали двигать, например, вот первый уровень души, некая, ну вот есть там компьютерная мышь, да, взять, придать такую форму удобную, положили, при этом мы туда как бы ничего не кладем, на самом деле, мы просто моделируем систему. Я еще приду к тому, вообще, чем мы работаем, вот я все время к этому веду. Так вот, когда мы на уровне первого элемента, это фрагмент души, второй уровень мы зафиксировали сферу, вот она там крутится, можно менять цветность. Второй уровень говорит о том, что нам нужно выделить спектр событий лучше дальше от себя, за этими двумя фигурами, где есть то, что нам нужно реализовать. И вот здесь вот как раз по моему учению о спасении и гармоничном развитии вырисовывается именно основная задача, на самом деле, цивилизации, там, человека, человечеству. Ему нужно в следующий момент сделать действие. Следовательно, ему нужно сделать так, чтобы не было уничтожения. Он должен на каких-то граничных системах, на самом деле, как я сказал, это есть уровень границы, уровень совмещения духа и души для логических осознаний. Сделать действие, которое одновременное для всех. Ведь на самом деле, если делается правильное управление, Земля в следующую секунду, там мир существует, то получается это для всех. Так или иначе, он все равно делает для всех. Возникает вопрос, а как? Очень просто, но всего лишь надо с этой точки зрения рассмотреть все каналы, как это развивается. Когда вы начинаете смотреть, вы видите, как развивается вообще тело человека, то есть как оно движется. Вот если задать вопрос, почему тело движется каким-то образом в пространстве, понятно, что есть мысль человека, да, есть желание по действию, но другой вопрос, что, а если абстрагироваться от этого и задать вопрос с точки зрения универсальности любого движения. То есть почему вообще происходит действие, там, предположим, руки, почему человек там берет ложку и ест, понятно, он хочет есть, но а почему это происходит с точки зрения универсальности, как бы однозначности всех систем. Так вот, здесь есть ответ, заложены конкретные ответы на конкретное движение любого тела, включая тело человека, кстати. То есть здесь можно найти, в каком месте какое тело будет находиться и в каком состоянии. Предположим, я диагностирую там технический объект какой-нибудь, я же говорю там в будущем, какой конкретно там, предположим, провод, да, неисправен. Жгут, предположим, 140 проводов конкретно и действительно совпадают. В такое-то время этот жгут он не работает. Это значит, есть совершенно точная система в будущем расположения элементов, например, предположим, физического мира. Так вот, когда вы смотрите так, как я показал, вы можете найти своеобразные каналы. Предположим, там есть такое понятие, как на Марсе есть некие каналы, да, и это говорилось, думали о том, что это признаки цивилизации. То есть некие движения, некие каналы, это некий признак, да, то есть по ним можно рассмотреть, что и где двигается. Почему я сказал про Марс? Потому что там, например, пока туда экспедиция не слетала, они точно не могут сказать. Но почему я, например, не привел там земные каналы в качестве примера? Потому что там, где вы можете пройтись и убедиться, да, потрогать руками, это то, что зафиксировано. И следующий элемент развития уже содержит это как составляющую. Примеры по Марсу, где еще нет там строгого такого, да, физического плане ответа, это пример, который существует в виде того, что это так может быть. Если нужно, мы можем сделать управление, например, так и будет. Так вот, логика с точки зрения души
и духа, и еще, кстати, развитие сознания, вот, она построена так, что там всегда существует следующее действие. Вот теперь я уже привел к тому, чем мы все это делаем. Ну, при этом не особенно описано. На самом деле мы это все делаем логической фазой восприятия. И вот если мы хотим, например, для себя вырисовать, предположим, образ такого плана, что нам нужно взять и изменить там цвет, который будет более управляем, например, или более управляем, то есть вы проще работаете сразу с действием, а тот, который управляет другими объектами, может быть, тогда и цвет не надо, может быть, только форму изменить. То есть это все происходит в рамках сознания. Вот я сейчас показал, что в сознании существует то, что есть, значит, бесконечное, вот, управление бесконечным элементом сознания. Там, где еще есть возможность, да, задать вопрос или же поставить вопрос, это есть бесконечный спектр. Если все уже известно, то получается система исчерпана. И вот если посмотреть на методологию, предположим, передачи, тех знаний, которые я передаю, я даю знания, стараюсь, по крайней мере, давать в большей степени именно так, чтобы все-таки создавать элемент такой, который бы из бесконечного фрагмента свечения давал обязательно доступ к системе всеобщего спасения. То есть всегда оставлять бесконечный спектр хоть где-то. То есть даже если я даю концентрацию на числах, казалось бы, да, жесткая система цифр, я специально ввожу туда число, которое или явно, или неявно содержит доступ в бесконечную фазу событий. А вот как только мы попадаем именно фактически в уровень контроля за бесконечную фазу событий, мы видим абсолютно четко, полностью каноническое состояние здорового тела человека, например, своего. Здесь вот эту формулу, да, словесную, желательно ее, может быть, даже лучше изучить несколько раз, чтобы увидеть, что тот путь, к которому я привел, к каноническому уровню, это есть то, что соответствует норме, просто здоровью. И имея это каноническое состояние, то есть фактически вы сначала вошли, увидели каноническое состояние, чтобы восстановиться, вам всего лишь навсего надо будет это вспоминать и иметь свет отсюда на себя. В принципе, каноническое тело, то есть просто норма человеческого здоровья, это есть так же, как, например, брать просто норму медицинскую, или там норму не только там медицины, предположим, европейского типа, может быть, можно взять норму медицины восточной или вообще любых других видов норм, и посмотреть, что есть норма всеобщая, да? При этом, когда вы смотрите на норму, всегда выделяете свою норму, потому что вы, это есть только то, что вы делаете, да, что вы выражаете собой. И поэтому ваша норма, она может быть, вообще говоря, совсем другой. Ее можно не найти ни в одном анатомическом атласе. И в связи с этим получается, что свечение вашей личной нормы, да, на вас же самих, это есть очень серьезная система регенерации, восстановления. Но если, например, вы берете и свет, поднимаете выше, просто по вертикали, то тогда вы получаете восстановление для всех. Более того, вы получаете еще нормирование событий с точки зрения вашего опыта. И вот в моей системе именно передачи информации я показываю, что если мы, например, передаем опыт одновременно и передаем максимальный опыт спасения, максимальный опыт, например, дистанционного управления по законам Создателя, то мы можем, в общем-то, достаточно быстро, причем в разных совершенно точках мира, спроецировать вот эту информацию спасения либо телепатически, либо, предположим, за счет книжных знаний, видео каких-то записей, и суметь сделать так, чтобы центральная часть, она была бы именно частью, которая вообще не отличается от того, что дает Создатель. То есть двигаться одновременно сознанием и Создателем. Тогда получается, что да, точно, если большое количество, например, людей делает так, как Бог закладывает именно с точки зрения всеобщего спасения, нормы развития, то получается, что мы имеем, хотя и индивидуальное для каждого, но унифицированное, обобщенное знание, где точно нет уничтожения, вообще никакого. То есть получается, что один из элементов вечного развития, это есть одновременное действие в точном, вообще говоря, положении реализации сознания. Ведь если, например, брать, предположим, если диагностировать 100 ядерных станций,
подряд, то получается, что выделить, например, только одну ядерную станцию, чтобы она не взорвалась, туда могут входить передвижные ядерные реакторы и так далее, да? Какие-то орбитальные комплексы. Мы же должны выбрать точно из совокупности знаний, ведь будущая информация – это тоже знание. А как выбрать точно, например, это значит, должен быть опять некий канон. Вот как вообще ориентироваться? Я сейчас учу тому, чтобы у вас были канонические системы, и уже исходящие от канона тела человека. И если вы находите свой канон, то всего лишь навсего концентрация на своем теле дает знание, в каком конкретном месте реактор, может быть, выходит из строя. Потому что здесь элемент очень простой. Сконцентрируйся внутри, но в душе, где есть прямой контакт с Создателем в точке организации души. Тогда вы видите, что, например, там, в самолете какой дефект или какой конкретно реактор выходит из строя. Потому что душа – это одновременно и мгновенность обработки всей информации. Так вот, когда вы переходите к понятию мгновенности, то есть управления внешними объектами, да, то воспринимаемый сигнал, предположим, вы смотрите на какой-нибудь предмет, значит, перед вами там ручка лежит, то воспринимаемый сигнал световой вы воспринимаете в виде ручки. Но если, предположим, задуматься над тем, что каждый элемент информации, он имеет бесконечную систему внешних связей со всеми явлениями мира, то получается проекция, вообще говоря, бесконечного количества. Почему же тогда в таком локальном месте он статичный, этот элемент? Там ручка, она не разлетается в виде молекул. Если вообще мы говорим вообще не о том, что есть там сила тяжести или есть там свойства пластмасс, мы вообще говорим о сущности мироздания с точки зрения многоэлементных связей. Так вот здесь есть та позиция, что ручка находится возле человека, например, да, логическая позиция. Человек, воспринимающий внешнюю реальность, он как бы ловит и нормирует сигнал так, чтобы внешняя система была уравновешена. Так вот, когда это нормирование происходит, да, глубоко внутри, то есть, как глубоко в душе человека, то внешние объекты становятся более управляемыми. Даже чем они отдаленнее, тем они более управляемы. И получается, многие, видимо, сталкивались в практике с тем, что когда человек глубоко задумывается, эти все звезды, некие галактики становятся как-то ближе, да, буквально здесь. А если еще дальше, да, то там возникает фаза полного управления физической материей. И получается, что чтобы эту фазу, например, привести сюда, да, и восстановить там клетку, предположим, или вообще организм, или вообще там группу людей восстановить. Например, дать кислород, у меня были случаи, когда приходилось в шахте давать кислород, чтобы было завалено. И при этом долгое время, там несколько дней. И получается, что здесь возникает необходимость нагнетать, создавать реальность такого класса, значит, который поддерживает жизнедеятельность и здоровье человека. И вот этот принцип создания реальности, он таков, что если мы, например, очень далеко, уходим дальше, то, уходя еще дальше, мы приближаемся к себе же, но находящемуся там. И когда мы, например, приближаемся уже к себе, то возникает именно принцип внешней регенерации, внешнего построения человека. То есть вы себя строите одновременно со всеми элементами реальности. При этом, да, может быть ощущение, например, температуры, некоего там тепла, идет движение этой материи, которая создает ткань изнутри. И получается, что если там, то создается ткань изнутри, то есть душа растит человека там очень далеко изнутри. В тот момент, когда здесь душа больше делает на динамике тела. То есть вы ходите, да, едите, например, какие-то принимаете элементы там, в качестве питания, размышления, какие-то духовные аспекты развития. И получается, что я перешел как раз к понятию духовного аспекта развития. На самом деле дух – это то, что объединяет. То, что там очень далеко, да, растущий изнутри, человек, растущий изнутри, и здесь человек, который есть здесь в виде физического уровня. И получается, что объединение этих элементов в действии, предложим, в ручке, да, ручка устойчивая, потому что мы, если взять там мощное поле, да, гравитационное, можно повесить некую молекулу, и молекула там висит.
сейчас есть эксперименты у физиков, которые начинают подходить к тому, что если два разных элемента по гравитации за счет ускорения там ставить, то получается, что мы можем, в общем-то, наращивать некий элемент реальности. Так вот, здесь человек работает практически так же. Его создание таково, что любой элемент организовывается внутри этого своеобразного поля. Вот эта ручка, поэтому она здесь лежит, да? Поэтому существуют там как бы внешние галактики, поэтому стол там не расщепляется на молекулы. Получается, что если мы с этой точки зрения рассматриваем, где динамика, это есть динамика еще по развитию тела за счет мышления. Ведь мы в данном случае пришли к тому, что там далеко это мы промыслили, да? А мы промыслили часто потому, что мы так знаем. Например, как сделать так, чтобы точно найти, опять же, дефект в этой ядерной электростанции, атомной электростанции. А ведь если свет провести от себя к себе, да, замкнуть, то любое количество информации, оно конечное. Например, тот образ, который очень далек и который находится у человека в качестве реализации, например, в параметрах физического мира, замыкая на световом потоке любое количество информации, мы всегда помещаем фактически объект в норму. Любое отклонение от нормы сразу становится понятным, да? То есть весь внешний мир, он помещен в этой системе, и поэтому получается как бы отклонение от этой системы, оно сразу становится понятным. В связи с этим, значит, я предлагаю сейчас провести самостоятельно тренинг вам, в том числе я буду работать, в таком плане, что, значит, выберите какой-то внешний элемент информации, да, на духовном уровне введите, например, образ, элемента своего сознания, в виде, например, да, себя же самого, можно просто как свет. Но знать, что это ваш элемент, высвеченный как можно дальше. Проведите оптические лучи к себе и старайтесь в этом, в общем-то, простом варианте работать таким образом, что свет души – это есть, своеобразная платформа для работы, а дух – это есть инструмент, а логика, вы как скульптор, да, ваяете норму, то есть внешнее управление. И старайтесь работать в цвете, то есть выбирайте тот цвет, который вам нравится, ставьте свои проблемы. Задача всеобщего спасения, она состоит здесь в том, кстати, что вы же работаете со всеми явлениями мира, значит, вы одновременно спасаете при такой работе. Это вот как концентрация на числах, в числовой ряд входит уже решение задачи спасения. И поэтому старайтесь работать вот таким образом на световом потоке, только вспоминайте, что душа – это как бы основа. И решайте вообще все свои задачи вот здесь и сейчас, конкретно в это время. И я одновременно с вами поработаю. Да, любой. Можно работать с любым предметом. При работе старайтесь концентрировать время, то есть постоянно сокращать время для работы. Как можно плотнее, быстрее ставить все базы, старайтесь в них особенно не углубляться. Проработали, да? Сделали действие и идите дальше. То есть наращиваете дальнейшие элементы управления. Таким образом, вот, сохраняя то, что вы сейчас работаете, то есть спокойно, я говорю, вы можете еще дорабатывать, но не очень долго. Там, от силы, например, там, минут 5, да, лучше в минуту уложиться. И старайтесь теперь просмотреть, что проработанное вами имеет обратную волну. И вы сейчас убеждены, что вы сделали в данный момент все максимально возможное. Более того, вы сделали эффективно, то есть вы решили сейчас задачу. Значит, как это вообще выглядит в качестве диагностической системы? То есть, как вы это воспринимаете в виде диагностической системы? Почему вы считаете, что вы, например, проработали и сделали? Вот давайте вот к этому сейчас мы элементу, значит,
как бы возвратимся в плане постановочном, да? Потому что каждый из вас, когда работал, он смотрел, как происходит действие. И вот действие, значит, направлено на то, что вы должны убедиться в том, что вы сейчас решили задачу. В противном случае, как бы импульс изначальный, он, значит, ну, будет очень пролонгированным, и задача будет тянуться. То есть вы можете там периодически ее, конечно, решать, но ее надо решать сейчас. Так вот, чтобы решить сейчас, то есть вы ее уже, например, решили, так как вы ее решили, да, сказал, например, и так как вы ее решили, старайтесь посмотреть, что на вас сейчас в виде света оптики, ну, как бы наплывает, идет, что ли, вот больше это похоже на восприятие, на то, что это именно идет, перемещается, идет, да, идет волна, говорят, да. Почему волна идет? Ну, там, ну, есть некие термины, которые сопоставимы с движением тела человека. Значит, ну, в мореходстве употребляются такие термины, да, и так далее. Значит, поэтому получается, что здесь, если мы посмотрим, почему мы перекладываем на элементы физической реальности движение элементов тела, то где-то в речи периодически идет сопоставление динамики тела и внешних элементов реальности. Так вот, движение внешнее, оно может быть нормированным, если оно напоминает или, например, близко по действию к тому, что делает физическое тело. То есть элементом диагностическим является норма физического тела человека. Если вы хотите знать в этой месте управления, сделали ли вы норму, информация должна быть идентичная восприятию. Может быть, не обязательно смотреть и видеть какие-то органы, да, или там контролировать здоровье. А речь идет о том, что норма – это есть норма физического тела, ну, сопоставимость с тем. Если взять как камертон, то, в общем-то, какая разница? Его можно использовать для настройки разных инструментов. И получается, что здесь принцип вот закладывается такой же. Когда вы воспринимаете норму тела, то информация нормы, то есть того, что вы добились нормального события, это восприятие такое же. Это состояние, где дух, тело и душа находятся одновременно в одном состоянии нормы. Следовательно, это фактически их соединение. И вот здесь получается, что именно соединение восприятия. Здесь получается, что действие нормы в какой-то конкретный момент для решения какого-то события, это есть максимальная концентрация, то есть максимальное действие с точки зрения души, тела, духа, сознания. И получается, что любой элемент реальности, это все-таки в данной позиции, это максимальное проявление с точки зрения нормы, да? Но ведь так и должно быть. Человек, он стремится, значит, развиваться по законам Создателя, следовательно, он и должен быть максимально, гармоничен, да? Максимально проявлен в любой системе. Получается, любая система – это уровень все-таки максимального проявления именно, волевых, активных элементов человека. И отсюда, если мы исходим из того, что есть там, например, да, покой, как вот человек отдыхает, то есть понятие, например, физического отдыха человека, отдыха физического тела человека. А если мы говорим о том, как отдыхает душа, то возникает вопрос, что тогда вот есть отдых души. Как это вот можно было бы совместить? Так вот, отдых души с точки зрения, задач духа, духовного развития, человек должен постоянно развиваться. Здесь может быть рассмотрен, как предложение, так скажем, что это есть полная стыковка с знаниями Создателя. То есть, когда, идет совмещение, то получается, в этот момент работает одновременно фактически и Создатель, да? Потому что Создатель всегда есть в будущем. И, следовательно, если мы исходим из этих позиций, то вот свет души, свет отдыхающий или свет спокойной души, он есть и свет Создателя, но возникает некая такая своеобразная система опять входа в бесконечный ракурс развития с точки зрения логики, рассуждения логического уровня, что если, например, говорить об отдыхе души, то получается
где же тогда, да, следующий элемент развития? Как вот душа может отдыхать, если существуют там, такие возможности, как глобальное уничтожение? Так вот, здесь понятие отдыха, да, как проявленного действия души, носит именно уровень содействия или одновременное действие к создателю, или действие как создатель. Так вот, здесь получается, что максимальное действие, я уже так логически просто к этому пришел, это есть и максимальное состояние отдыха с точки зрения развития души, уже развития духа. То есть как только мы меняем, например, позицию в точке зрения, мы имеем следующий уровень осмысления, да, этого явления. И вот если мы начинаем анализировать, например, уровень такой, как же можно, там, состояние сна, если, например, душа там отдыхает или она занята какими-то там делами, например, да, дух занимается творчеством, как вообще сделать так, чтобы не было глобального уничтожения? Так вот, с точки зрения этой позиции получается, что состояние отдыха, то есть когда вы, как активно, да, не занимаетесь аналогией какой-то проблемы, это есть максимальное проявление содействия со Создателем. То есть здесь делает Создатель. А тогда тем более же не будет глобального уничтожения. И получается, что вот только лишь следует, например, правильно действовать, мы получаем точное решение любой проблемы, то есть в нужное время или сопоставимо с задачами души, духа, сознания, мира, да, Создателя. Таким образом, что точное решение, на самом деле, оно всегда есть, и оно находится по большой сути, как, например, внутри физического тела человека, то есть тело как точное решение, так и в событиях, которые находятся, возле человека в виде его интеллекта, действий, мышления. Так вот, здесь мы сможем просмотреть вообще, как организовывается мысль. То есть, если исходить из того, что человек все делает точно, вот по объясненной мне технологии, то получается, что мысль, она всегда, вообще говоря, возникает, скажем так, в нужном месте, в нужное время, и в связи с этим получается, что, такой вот хороший, да, инструмент, как мысль, которая понятна, значит, можно использовать для всеобщего спасения как раз-таки решением обратной задачи. То есть мы берем мысль, значит, очень сильно засвечим, как своеобразно, если мы посадили растение, да, и знаем, что оно абсолютно правильно, оно возьмет и нам даст кислород. Значит, тогда нам стоит только его там взращивать водой, под него подкладывать землю, да, и мы получим много кислорода. Так вот, если мысль засветить очень сильно, как раз таки так, что раз она точная, то есть любая мысль, в общем-то, созидательного типа, имеется в виду мысли, действия, где есть всеобщее спасение, вот именно этот спектр мысли. Вот в чем отличается мышление от не управляющего, от управляющего, что мы закладываем систему спасения всех. Тогда получается, что любое действие, если его очень сильно гречь, приводит к тому, что любое мышление это и есть решенный элемент всеобщего спасения, решенный. Так вот, научившись, например, так мыслить, мы будем иметь фактически очень устойчивую фазу событий, причем такого плана, что чем больше людей будет так думать и так мыслить, то тем устойчивее будет фаза следующего действия, причем фаза будет распространяться на элементы внешней реальности. Например, вот лежит опять та же самая, да, пластмассовая ручка, то ручка будет покрываться определенным спектром неким, похожим, скажем так, да, на силовое поле коллективного сознания, когда ручка не может быть уничтожена, например, ядерной катастрофой. А получается, что кто вокруг ручки тоже, да, не может быть уничтожен. То есть мы придаем каждому объекту реальности свойства неуничтоженности таким действием. И когда мы начинаем анализировать, а почему так происходит, а потому что когда мы же мыслим в какой-то среде. Человек идет в магазин, он же должен думать, что он проходит какие-то двери, какие-то дороги. Следовательно, если мы сделаем концентрацию максимально высокой, то даже не продумывая, да, что он проходит конкретные какие-то тротуары, все равно мы эти тротуары делаем неуничтожимыми в рамках мышления. Создав мышление именно таким, чтобы мышление сразу определяло фактологический план сознания, мы без напряжения можем, точно быть уверенными, что мир не будет уничтожен, например, от какой-то глобальной катастрофы. И в принципе, если так будут делать, скажем так, в основном люди, то получается, что
каждый элемент реальности будет иметь устойчивость уже потому, что люди понимают, почему он такой. Тогда получается, что качественная структура реальности меняется. Когда все управляемо, то получается, что и вещь становится неуничтожимой. Вообще говоря, любой элемент становится неуничтожимым. Получается, если мы, например, начинаем рассуждать, то приходим к тому, что вот почему там копьем нельзя взять и пробить атом. Да, атом как бы ускользает вообще, у него нельзя достать. То есть, если мы рассматриваем вот этот элемент развития по детализации, фактически, в общем-то, что сейчас в том числе мы делаем, мы детализируем элементы, да, внешней реальности и внутренней. Как только мы начинаем детализировать, мы приходим к тому, что есть элементы, которые находятся уже вне поля внешнего воздействия. Я все время же показываю, как доказать, что уничтожить фактически нельзя человека. Естественно, да, человечество. А тогда возникает вопрос питания, да? Почему тогда, если там есть человек, то дальше, например, он через какое-то время опять должен есть. Так вот, это опять элементы коллективного сознания. Если, были ситуации, когда в группах людей, когда, в экстремальных системах, в свое время я смотрел ряд материалов по пилотам, чисто практические материалы, когда много людей, когда они концентрируются, они, в общем-то, у них затягиваются циклы там, то есть намного дольше они, даже не состояние анабиоза, они намного дольше могут там терпеть определенные нагрузки, там, есть и так далее. То есть вот этот принцип, замкнутости системы, при обстоятельствах, он показывает, что опять детализируясь и спускаясь, например, в микромер, ясно, что там копьем нельзя там разбить молекулу. И получается, что если там макромир, да, и микромир совместить в фазе восприятия, почему создателю нельзя причинить вред? Почему Бога нельзя, обидеть, достать, хотя Бог создал все? Потому что принцип совмещения макро и микромира, он в данном случае выглядит таким, что Бог всегда находится в неуязвимой системе. И когда мы начинаем создавать элемент, да, развития, например, техники, элемент развития событий, то надо находиться на платформе неуязвимости именно фактора действия. Откуда вы создаете? Так вот, такие элементы неуязвимости, фактически, они есть, на самом деле, узловые фактически элементы сознания человека. То есть сознание построено так, что оно всегда является внешним по отношению к элементу действия. Естественно, чтобы, например, сходить опять же в тот же магазин, надо сначала продумать, да, траекторию, то есть еще раз что-то, да, додумать. Когда уже в магазине, опять надо думать. То есть постоянно нечто внешнее. Так вот, эти элементы внешнего развития, они рождаются в том числе и в душе, естественно. Душа имеет свою задачу. Может быть, нужно заниматься чем-то другим, да, живописью, а не ходить в магазин. Тогда получается, что спектр души, он светит, например, в одном направлении, да, человек хочет идти в магазин. И вот здесь проекционная фаза уже событийного ряда, рождает опять норму человека, то есть норму физического тела. Человек, имеющий физическое тело, абсолютно свободен с точки зрения выбора решений. И получается, что Создатель, он присутствует опять же здесь, в совмещении оптики действия и оптики, например, развития души, оптики устремления души. И вот это вот здесь, где здесь, да, платформа, какая оптическая система восприятия? Если мы работаем на оптике, нам проще работать на конкретных величинах. Так вот, эта оптическая система восприятия, это и есть дух. В данном случае дух, он так и проявлен. И здесь дух, да, он уже такой, что нам не надо вот эту сферу как бы строить, и потом как газом накачивать и его сажать в эти рамки. Здесь дух, который устойчив, потому что мы пришли к нему для задач человека, для реализации. Когда мы приходим к духу так, то он вот здесь. Он, кстати, так и виден. Посмотрите внимательно. И когда вы, например, работаете уже на духовной основе с концентрированным духом, который, в принципе, имеет тоже вид сферы, но здесь концентрация уже сознательного плана, где дух свободен. То есть и концентрация, и свобода. Одновременно, чем больше концентрация, тем выше свобода.
в действии личности. Так вот, принцип максимальной концентрации, то есть плотное физическое тело человека, это значит принцип абсолютной свободы самого человека. И получается, что мы можем, например, развиваться бесконечно, потому что, значит, бесконечность – это и есть максимальная свобода. И плотные тела, они, значит, бесконечно развиты, то есть имеют весь механизм для бесконечного развития. Получается, мы, придя, да, к этому на логике, ясно, что должны здесь сразу рассматривать, где вообще это заложено, например, в теле, в динамике, например, тела человека. С точки зрения логического плана размышления. Вот, например, можно взять, работать на оптических процессах, то есть выявлять оптику. Ну, например, я там вижу самолет, если какой-либо из там парка, там, из 150 самолетов, условно. Это, кстати, конкретная величина, вот сейчас, да, есть 150 самолетов. Вот только один, там, Ил-76 имеет, например, неисправность электрооборудования там, в конкретном датчике. То получается, что почему именно, да, это выделяется среда? Потому что в данном случае есть еще один из механизмов развития, например, диагностической системы и управляющей системы, что дух, он организовывает, вообще говоря, такой конструированный дух, слабый дух, он организовывает всегда нормальную систему мира. То есть дух как, например, действие души, как выражение души, все-таки следственный, в том числе следственный уровень. Дух человека имеется в виду. Есть же еще дух Создателя. То получается, что если мы Создателя Бога, я имел в виду, поэтому когда мы совмещаем дух действия, который выращивает норму, именно человеческий дух, мы можем строить абсолютно, на самом деле, безопасные системы с точки зрения бесконечного развития человека. То есть ту технику приложим, которая не уничтожает, ту еду, которая не требует уничтожения, да, создавать и так далее. Поэтому здесь задача развития души, она заключается в том, что мы можем на самом деле создавать реальность, которая управляема с точки зрения логических задач. Ведь если посмотреть, логика на ее максимальном уровне концентрации, она очень просто отражена, вообще говоря, в объектах реального мира. Ведь если посмотреть вообще, как связаны молекулы, как вообще происходят элементы мироздания, то здесь даже при минимальном уровне, да, логического осмысления ясно, что достаточно большое, по крайней мере, количество случайных событий соединено в цепь развития. Получается, это, если вообще перейти на логику, то это должна быть логика очень высокая по уровню, да, интеллектуальному. Но она такая есть. То есть должна быть, значит, она такая есть. И когда мы получаем обратную волну, что она такая есть, следовательно, логику можно выстроить так, что логические элементы могут держать элемент материального мира. То есть все, что я сказал, если мы выводим фрагменты логики, то есть берем два элемента логических, рядом ставим, а внутрь, между логическими элементами действия, помещаем какой-то элемент. Предложим, надо материализовать плату, да, в самолет, чтобы он не упал. Достаточно, закрепиться на двух элементах соседних, которые еще не сгорели, и третьим элементом действия всего лишь навсего провести концентрацию там, где, предположим, там плата, да, сгорела, и от этого самолет может упасть. Так вот, если тот Ил-76, он мог бы, вообще говоря, упасть, если не провести, да, управление. Следовательно, получается, что выделение из 150 самолетов одного, это есть действие спасения, которое вообще существует практически как действие логическое, направленное вообще по задаче всеобщего спасения. Когда вы из логических фаз, что надо всех спасти, во-первых, как миссия, второе, это все равно, чтобы следующее действие сделать, все равно нужно, чтобы существовала цивилизация, да, мир, чтобы существовал. И третье, это есть уже передача. Вот когда все три элемента, совмещаются, мы видим совершенно конкретный объект, и более того, видим, что нужно здесь сделать. То есть я из элементов изложения по технологии души, духа, сознания, и плюс еще динамики тела, уже перевел к понятийным элементам, которые, вообще говоря, работают точно так. То есть понятие,
цель, она может быть такой же, как если бы вы знали весь механизм достижения цели. В восприятии человека понятийная система, она соответствует тому, что, вообще говоря, может быть доказано, или, например, к чему может быть подведена некая основа. Скажем, я смотрю на новый объект, да, информации, со временем, предположим, после диагноза самолетов я как-то стал диагностировать еще суда большие достаточно из морского флота. И вообще говоря, для меня было понятно, что это одно и то же. Действительно, там все это совпало, я и правильно продиагностировал, но ведь новый объект информации, да, если бы я подводил какую-то аналогию, брал, что вот самолет устроен так, а как же тогда, что мне опять брать эти каталоги деталей, и что их изучать? Я, в принципе, вообще никогда не изучал эти каталоги. Я просто находил по номеру страницы нужный агрегат, если нужно было показать просто. Там существует в технических системах алгоритм устранения неисправности. Иногда я просто указывал алгоритм и все. Поэтому получается, что здесь надо уметь любой спектр сделать универсальным с точки зрения восприятия и управления этим спектром событий. Или если речь идет о здоровье человека, каждый случай он может быть совершенно различен при даже однотипных диагнозах. Следовательно, надо выбрать полную систему как в восприятии, так и в действии по отношению к тому, чтобы достичь, например, исцеления. И получается, что вот эти все явления, да, универсальности, они в чем еще упрощены восприятие, что человек воспринимает совершенно разные элементы реальности физическим зрением, и принцип универсальности вообще заложен, на самом деле, в механизме восприятия. То есть объект информации, он трансформируется, всегда попадает в универсальную зону восприятия. И когда этот уровень восприятия начинает дифференцировать, то, получается, строится, опять же, сам человек. Человек строится из своего собственного восприятия. И здесь есть, совершенно понятно, Создатель всегда здесь, следовательно, он, конечно, строит. И когда вы, например, начинаете разбираться с ситуацией, почему та или иная болезнь, часто зависит от некой, не совсем понятной, да, для логики обычной, что ли, причинно-следственной системы, что вдруг излечивается, казалось бы, по непонятным, да, причинам, потому что часто достаточно восстановить внешний элемент построения по отношению к тому, что есть восприятие. Хотя бы просмотреть сигнал, как вообще берет зрение информацию, пройтись по нему, и часто большое количество болезней излечится просто нормированием сигнала, идущего от зрения. Просто даже поработайте с этим уровнем именно через сегодняшний материал. Более того, через этот же элемент восстанавливается и любой другой элемент информации. Он восстанавливается как элемент, идущий к вам. И поэтому получается, что идущий к вам должен быть всегда нормирован. Значит, вокруг вас есть поле, да, некой нормы. Если что-то в вас попадает в виде оптического свечения, все нормируется. Значит, это поле, кстати, совершенно, как объем сфер, оно совершенно реально, оно существует, цифруется, значит, есть. И получается, все элементы реальности, они все равно проецируются так или иначе. И, следовательно, они все нормируются в этом месте. И когда вы начинаете с этого места, да, переходить в любую точку реальности, вы везде можете найти себя. То есть ваше присутствие в любом элементе информации. В виде сегмента сознания, да, имеется в виду. Следовательно, выделяя элемент сознания таким образом отсюда, значит, вы можете вполне, значит, выйти на структуру управления событиями. Конечно, если вы сидите за рулем машины, да, занимая только маленькую часть машины, вы можете ее управлять. Так вот, значит, постарайтесь сейчас сделать следующее управление. Выйти уже через понятийную систему. То, что я говорил, дух, душа, сознание, это есть элементы прямого управления, а сейчас через следственную, через понятийную систему выйти в событийный ряд свой, как сейчас я только что сказал, и найти свой элемент информации, и через него, подергав за световые ниточки, нормировать события, которые стоят перед вами, через задачу всеобщего спасения. Сейчас начинайте работать, и я буду работать вместе с вами.
Кстати говоря, при таком уровне работы очень просто смотреть, как работают окружающие часто, кто хочет. То есть там это похоже на движение альпинистов, вот когда там по разным траекториям наверх взбираются, у них же эти канаты все видны, и поэтому можно наблюдать, как другие забираются, по каким траекториям, какое оборудование используют и так далее. Поэтому здесь, так как мы вошли в детализацию событий, то есть входили в элемент все-таки своего присутствия в событии, то получается, что ясно, что если там другой человек едет на другой машине, можно посмотреть, там, какая машина и вообще кто за рулем. То есть вот по моему именно учению о спасении и гармоничном развитии, через систему детализации и действия в деталях, вот таким образом, можно очень быстро передавать систему спасения. Если там у какой-то машины лопнул баллон, можно, в принципе, например, подсказать там другому водителю. То есть суметь это сделать. И поэтому получается, что принципы такого внешнего, фактически человеческого контроля над ситуацией при собственном управлении, вы же управляете собственной системой, он сводится к тому, что вы можете делать управление таким образом, что, делая свое управление, например, правильно, служить канонам, предположим, если машина, то она исправная машина. И, следовательно, желательно другим понимать, что тоже желательно иметь исправные машины. Раз ваша едет нормально, они это смотрят и, в общем-то, имеют исправную машину. Я так несколько подхожу с точки зрения, может быть, конечно, упрощения, но другой вопрос, что если вы, например, хотите передать опыт, как вообще исправлять машину, можно там отправить куда-то в автомастерскую хорошую или же уметь лично это сделать. Так вот, вопрос личного действия, если вы это делаете самостоятельно или, например, чтобы для того, чтобы меньше было по времени, можно отправить, например, в автомастерскую. Так вот, с точки зрения создателя, личное действие, например, при условии развития событий, может быть сконцентрировано, вообще говоря, в единичном уровне. То есть можно взять, напечатать листочков про адрес мастерской и просто раздавать с одного места. И когда вы начинаете подниматься выше по логике, скажем, центра, этих альпинистов, о которых я сейчас сказал, то мы получаем, что этот центр с точки зрения идеи, он, в общем-то, ими не особенно достижим. Да, они ставят перед собой какие-то высоты, потом они хотят дальше еще залезать. А с точки зрения лагеря, где находится альпинист, центр, в общем-то, разграничен по группам. С какой группы? Но, по крайней мере, он есть там у каждой группы альпинистов. Так вот, совмещение физического места, они забрались на какую-то вершину, но в идее они все равно хотят еще выше, как правило, подниматься. То есть получается, что физический центр, на задачи альпинистов, он не является во-первых, конечным, во-вторых, он не является в духовном понимании вообще каким-то там, даже, может быть, там промежуточным местом. То есть получается, что здесь возникает уровень идеологии, движения личности человека и уровня его расположения. Я специально при этом взял горы, потому что с точки зрения гор, устройства вообще гор, минералов, например, форм, различные формы, по каким-то причинам расположенные рядом с точки зрения абстрактной логики. Если взять математическую модель и описывать, есть длинные какие-то поверхности океанов, растительность, и вдруг какие-то ломаные поверхности. Откуда они вообще взялись? С точки зрения вообще модели развития. Так вот, если мы, конечно, не рассматриваем вопрос тектонического движения, а просто хотим сказать, есть универсальная модель, среднестатистическая, то получится, то понять, почему именно изломанная геометрическая линия на фоне глади океана, это не вписывается в логику. Так вот, почему больше лазят по горам, нежели плавают на большие расстояния? Значит, если так вдуматься в устройство элемента коллективного сознания с точки зрения достижения цели. Потому что это единичная система с точки зрения обобщенной модели развития. И получается, единичные системы больше притягивают в коллективном сознании. А единый создатель, естественно, тогда притягивает вообще всех.
в том числе элементы, вообще говоря, внешнего развития, ну там те же камни как-то изменяются, та же растительность как-то видоизменяется. Так вот, стремление к единому, стремление к тому, чтобы это движение было, ну, соотносимо, например, можно так сказать, да, есть у альпинистов любовь к горам. Любят ли горы альпинистов? Ну, если он хорошо прошел вверх, значит любит. То есть там взаимность системы, как бы человек-система, система-человек. Да? Получается, что в том числе при излечении от заболеваний, кстати говоря, часто достаточно нормировать внешнюю систему, чтобы полностью излечить, причем даже очень сложные заболевания. Выявлено, например, в изменении там, формы, например, чтобы регенерировать орган, который удален, часто нужно выравнивать внешнюю систему. И вот это вот действие внешней системы восстанавливает орган. Хотя мы с человеком, вообще говоря, даже в этом плане не занимаемся. И получается, что если, ну, скажем, конкретный случай, был удален мочеточник у одного из моих пациентов, так вот, чтобы восстановить мочеточник, мне нужно, ну, там я просто, как технологически это был основной элемент для роста, как бы первого элемента, там, первого сантиметра, что я вошел просто в структуре памяти, как-то он в детстве воспринимал дерево, и в памяти восстановил сломанную ветку. Вот и все. Мочеточник моментально там на сантиметр вырос, потом, в принципе, он весь вырос. Ну, потом, правда, уже другая технология добавлялась, но первый элемент действия, да, это восстановление внешней системы. На уровне, ну, там абстрактная система по дереву, потому что мочеточник, он тоже длинный, он в логике ассоциировал, как, если он у него отрезан, значит, как бы облом дерева. И вот он в этом плане, значит, восстановить достаточно было элемент внешней реальности, причем в памяти. От того, что восстановил, я, кстати, потом пронаблюдал элемент внешнего уровня развития, там получилось так, что от того, что я в памяти у него восстановил дерево, так получается, что я потом посмотрел, на физической реальности лучше, вообще говоря, выросла трава в определенных участках именно земли. То есть, получается, действие по регенерации, казалось бы, да, в память человека приводит к тому, что здесь лучше растет. И, то есть, в текущем времени. Я потом, когда стал в цифре смотреть, это оказывается тоже один из механизмов, например, выращивания растений более ускоренного. Достаточно войти в структуру информации прошлого, восстановить какие-то растения сломанные, здесь они растут быстрее, те, которые вы хотите. И если, например, вот анализировать, потом, кстати, тот же хирург, который ему отрезал, он потом же и установил, что мочеточник на месте. Значит, в его памяти, в общем-то, это все вылилось просто-навсего в анализ ситуации. То есть он мне, ну, как бы необычный достаточно случай, сам же он отрезал, и мочеточник опять появился. То есть появляется, что, ну, как бы, я обратил внимание, у хирурга был просто анализ ситуации с точки зрения, как бы, профессионального, потом уже позже, может быть, по устройству мироздания. Но, что интересно, анализ, ну, этот вылился в то, что он, например, там передал, как бы, некую фазу информации все равно конструктивного плана. В случае, если мочеточник вырос, то что лучше делать пациенту? То есть, как бы, он, ну, собственно говоря, не особенно долго крутился вот на этой информации, достаточно необычно, а просто, как бы, дал рекомендации. То есть, это говорит о том, что любая, значит, ну, внешняя, да, система, которая, ну, сталкивается, может быть, с необычной ситуацией, все равно быстренько работает в сторону нормирования, еще больше, более лучшего нормирования. И я, кстати, неоднократно сталкивался, например, при излечении там, от, ну, там, тяжелейших заболеваний, которые считают, что они даже и неизлечимы там, какими-то обычными средствами. Люди, как правило, очень быстро привыкают, где-то буквально там, от силы там, ну, совершенно новые, там, может быть, даже в несколько минут часто. И сразу же думают, вот, что делать дальше, то есть как вот, или там отдыхать, или куда-то там надо ездить, или что-то делать. Вот именно улучшение даже норм. То есть вот структура улучшения нормы, да, вот, и стремление к единому создателю, стремление, где есть, ну, как бы, вариант, да, абсолютной нормы. Это есть конкретный механизм следующего действия по законам создателя. То есть, если вы приходите на уровне оптического элемента свечения какой-то точки реализации, то есть вы здесь сделали, следующий элемент, чтобы была норма, чтобы, вообще говоря, следовать идеологии создателя в плане именно действия, это есть следующий элемент действия. Ну, понятно, что весь мир как-то трансформируется, все равно действие происходит, во-первых. Лучше, если действие будет под контролем.
И вот это вот верхнее действие, это есть единение Создателя, это есть вера, да? Вера в Создателя, вера в Бога, то есть то, что дает действие безусловное. Кто-то, может быть, верит часто в какой-то элемент концентрации приложения, но большой профессионал, он знает вот в этом спектре. И он уже больше работает на то, что он, уже просто обладает спектром единой концентрации, и он быстро принимает решения. Так вот, когда мы говорим о действии как создатель, то вера с точки зрения профессионализма, что вы это сделаете, да? Как вообще сказать, да, точно там этот диагноз излечится, как точно, что не взорвется там ядерная атомная электростанция, например. Во-первых, надо этого не допустить, если это, например, потенциальный взрыв, да? Излечение должно быть точно. В общем, все должно быть точно, потому что вы это знаете, не потому что это мы можем экспериментировать. Нельзя экспериментировать. Каждое действие – это действие спасения. А при условиях, бесконечного количества действий, да, при условии бесконечного развития, мы должны иметь абсолютно устойчивый, точный инструмент управления. Если мы не испытываем систему, мы должны точно знать, что система управляема. То есть не будет там глобального уничтожения, будет вечное развитие и так далее. Следовательно, получается, что вот элемент веры в действие, элемент действия тела, да, динамика, причем вот обычная динамика тела человека. Почему человек, когда принимает решение, он знает точно, что он дойдет до магазина? Ведь это точное знание, он же не анализирует, а вдруг там где-то там в Китае взорвется ядерное, да, оружие или еще что-то. Он знает точно. Это вот точное знание. Ведь точное знание заложено в человеке как элемент его динамики, элемент его развития фактически. Причем такого даже бытового плана. Но мы можем перенести, то есть трансформировать элемент этого развития на цель. Цель, которую просто представляем, да, мысленно. Мы можем это сделать всего лишь навсего, спроецировав свечение физического тела человека, спроецировав на задачу достижения цели. То есть своеобразный алгоритм, план. Значит, взяли, есть задача там излечения, да? Да, она есть там. Или есть задача всеобщего спасения. Так вот, спроецирование, все равно через всеобщее спасение, как элемент необходимости даже. Значит, на задачу, и получается, что вот алгоритм проекции, свечение, которое остается по следу, оно проецирует, как обратно у нас это отраженно. Она, попадает на конкретные элементы физического тела, и через эти элементы можно воспринимать, что конкретно следует делать. То есть вот диагностический механизм. Что делать в следующий раз, да, через секунду. Например, по задаче всеобщего спасения я точно знаю, что делать, как маяк. Там следующее слово должно быть вот таким конкретным, да, такого-то цвета, если мне нужен цвет. Или содержать такую-то музыкальность. В скрытом понимании, может быть, даже. То есть я не пою, но я могу взять и добавить, там, например, звук на уровне управления. И поэтому, если, например, мне нужно взять и добавить шелест волны, я взял там, добавил, пусть слово будет со шелестом волны, пожалуйста, пусть шелестит. Бесконечно, значит, слово будет усваиваться. Получается, что если я взял там и рассказал об этом, да, усиление происходит, человек понимает, что это есть, и начинает сразу пользоваться этим инструментом. Это очень, очень полезно. Например, излечить от заболевания такого, добавить шелест волны, он уже бесконечно, вот оно постоянно излечивается. И получается, что действие человека, например, да, действие человека, направленное на достижение, это есть действие, которое создает в каждом элементе ту реальность, которую вы сами себе планируете. Если планируете реальность там всеобщего спасения, значит она, естественно, да, достигается. То есть вот когда идет стыковка, то есть вы это видите, что план, да, действий совпадает с тем, что от вас зависит реализация, она реализуется всегда в лучшую сторону. Это реальность. То есть задача всеобщего спасения обязательно будет достигнута, потому что все равно, если хотя бы один человек поставил такую задачу, все равно все спасутся. А если все, то уже вообще, просто нет вопроса. И получается, что вот именно точность – это когда делают все. То есть тогда точно не надо никаких экспериментов, заведомо ясно. По закону, это фактически же законы развития. Если их распределить по графикам, вот то, о чем я говорю, показать на уровне реализации, вот я же все-таки конкретный практик, я же постоянно нахожусь в практике,
управление там, по макроспасению, да, и так далее. И получается, что это и есть законы. Причем законы, которые создают реальность. То есть это фактически основа, фундаментальный уровень реальности. И получается, если мы, например, данную реальность в фундаментальном ее понимании начинаем распределять по всем на уровне задачи, спасения всеобщего, когда уже все спаслись, значит, там, да, бесконечного развития, то получается, мы можем многократно использовать одно и то же слово, да, в промежутке. Например, я должен говорить, там, получается, в следующий раз опять говорю, получается, но в следующий раз получается уже более конструированная система. А слово возле этого использую всегда одно и то же. И, следовательно, любые элементы, которые нам привычны, они будут такими же, казалось бы, да, но уже неразрушимыми. То есть как вообще распознать, какой человек неразрушим, который овладел технологией, а какое там, может быть, еще надо ему, да, потренироваться там, или попрактиковать. А ведь все должны быть равны. Вот в том-то и особенность системы неразрушения, что, во-первых, желательно, чтобы он вообще не подводил к себе там возможность разрушения, даже минимальную. В силу обстоятельств люди бывают эмоциональные, они могут иметь какие-то там, предположим, изменения в здоровье, но, тем не менее, любой, даже эмоциональный человек при общем спектре, при любых сочетаниях событий должен быть неразрушим, даже как любой элемент реальности. И когда, предположим, мы вообще ставим такую задачу и начинаем к ней двигаться, то, даже если там больше 50%, да, в коллективном сознании там, людей об этом думают и так делают, самое главное, то мы можем уже сразу видеть изменения на элементах и внешнего мира, потому что, как я уже сказал, горы могут любить альпиниста, то есть передача информации происходит внешним элементом реальности. И поэтому здесь получается, что мы имеем своеобразный, что ли, обучающий процесс на все элементы мира. И вот по моему учению о спасении гармоничного развития мы одновременно должны развивать все элементы реальности на уровне равнозначности все-таки действий. В бесконечном развитии растение, например, может достичь, даже логически, сопоставимого интеллектуального уровня. Или там собака, да? Когда получается, или какое-нибудь, не обязательно животное, там, а может быть элемент, форма там кристалла. Тогда получается, что лозунг всеобщей интеллектуализации, да, если так вот, в общем-то, распределить на уровне логического восприятия, то есть каждый объект может быть близок к интеллектуальному уровню сопоставимому. Тогда получается, мы уже имеем некое понятие всеобщего интеллекта, где интеллект — это есть управляемость в том числе. Управляемость, взаимоуправляемость, взаимодействие и одновременный спектр полной свободы каждого объекта информации, включая, предположим, молекулу, да, и там атом. И здесь уже возникает абсолютная управляемость на самом деле системой за счет того, что мы очень далеко удалились. Как я сказал сегодня, если очень далеко, мы приходим к себе снова. И, следовательно, когда мы удаляемся далеко не только там по расстоянию, а по возможности уметь управлять всеми элементами реальности, тем ближе мы приходим к себе. А следовательно, мы опять приходим к динамике своего же собственного физического тела. Потому что собственное физическое тело, как правило, оно полностью управляемо, да, при условии полного здоровья, оно абсолютно управляемо. Если нет там, например, каких-то патологий двигательной системы. И получается, что отсюда возникает следующий элемент в познании реальности, что следующее действие, где есть динамика тела, где есть движение, это есть гармония вообще вечного всеобщего развития. Причем всеобщего, потому что я описал, что мы взаимодействуем. И когда, например, я объясняю так, что словесная часть, которая в большей степени где-то основана на философских, в том числе, аспектах, перемежается с оптикой восприятия, где конкретные фигуры, конкретная система управления, действия, вы можете вырабатывать свою больше уже духовную систему, которая является тем духом, который неразрушим. Когда еще вы вырабатываете больше, например, там, смотрите лекцию за лекцией, там, пусть по видео или, там, например, я провожу, то вы вырабатываете механизм, который формулирует
одновременно уровень развития следующей реальности. Он именно формулирует. То есть вы, во-первых, точно ставите задачу, можете, зафиксировать, что необходимо, и более того, вы еще здесь абсолютно свободны. То есть, в принципе, можно же ставить, как вы захотите. И чтобы с точки зрения именно всеобщего развития, всеобщей свободы вы могли выработать правильную траекторию, то задача именно спасения всех – это тот маяк, который у вас всегда двигает. Некое возникает такое лунообразное, движение, которое приводит к тому же, предположим, символ Луны, в этом месте, если шарик покатить, он взял и где-то выплыл примерно в этом же месте. И если мы там его замкнем, то получим Солнце, то есть шарик вообще никуда уже деться некуда внутри системы. То есть чем мы больше конструируем систему, то, во-первых, мы можем, прийти сюда, но можем вообще замкнуть систему. А замыкание – это система жестких линий. Крестообразная или какая-то такая именно жесткая система. То есть замыкание в действии, где мы не рассматриваем, например, фигуры. Ведь жесткие системы линий – это действие. И поэтому, если мы посмотрим на символический уровень, почему там углы имеют здания, почему там удобнее то-то, то-то для тела человека, потому что многие жесткие системы – это есть движение, то есть прямые системы, линейные системы. Например, выпуклая система, больше управления процессами будущего. Можно таким образом рассматривать элементы с точки зрения того, где больше находится элемент. И тогда перед вами, как некий такой коврик, стол, может быть, где в каждом уровне можно видеть, что если выпуклость, это больше выпадает проекция будущих событий. Прямая линия, больше плоскостная, то есть динамическая система, действие сейчас. А если уровень ниже, значит эта система больше прошлого. И распределяя восприятие уровня, можно как своеобразный тренинг выработать в общем-то систему детерминированную, то есть систему самообучения управлению внешними элементами, если соотносить форму со временем. Кстати, это достаточно хороший тренинг, где вы одновременно все время нормируетесь, то есть восстанавливаетесь на самом деле. Ведь норма, в том числе и ваше собственное понимание внешней реальности. Как я сказал, достаточно восстановить внешнюю систему, и вы восстанавливаетесь. То есть, как-то я нашел просто в каком-то журнале, что вообще восстанавливают человека во Франции, по-моему, вообще в вине. То есть это, в чан с вином залезает и восстанавливается у него здоровье. Но, в общем-то, вино – это тоже один из аспектов нормы. Нормирование соотносимо с нормой вообще для организма. И когда он например, в это вино залезает, он, в принципе, имеет внешнюю функцию управления. То же самое, если вы, например, делаете, предположим, управление, конечно, это не совсем то же самое, но аналогичный механизм с точки зрения моделирования за счет сознания. То есть делаете структуру управляемую за счет именно системности, в общем-то, в уровневом, плане реальности. Системность, когда внешняя система может быть любой. Ведь здесь важно выработать именно такой спектр. Элементов реальности, событий может быть бесконечное множество. Как вообще здесь выработать системность? Вот я предлагаю, например, такую линию системности. И когда вы уже перейдете от, предположим, форм к элементам духа, души и сознания, и работать уже начинаете на них, чем вы полностью владеете, то, во-первых, никто не сможет сместить, потому что это ваш Создатель дал только вам. И, во-вторых, если вас не сместить, а вы достигли, например, того, что в следующую секунду планета неуничтожима, все, достаточно вашей только работы. И когда, конечно, все работают, но когда все работают, то тем более достаточно. И вот этот уровень многократного резервирования за счет технологий развития системных, причем технологий. Например, я же описываю, говорю, вот спектр души, цвет или оптическое восприятие души, оптическое восприятие духа, логической фазы сознания или динамики развития сознания. В соотношении, предположим, с телом физическим. Это конкретные элементы, которые, предположим, если взять
элемент души в оптике там, светлого, там, серебристого, может быть, с фиолетовыми оттенками цвета, и рассмотреть, что это элемент будущего. Значит, серебристый такой белый цвет – дух в текущем времени, да? А, предположим, там золотистое свечение – это, значит, сознание, логическое осознание из прошлого. То, работая просто с этими цветами, можно вполне заниматься нормированием элементов. Вот, когда думаете о будущем, естественно, это значит то, что соответствует душе. И сразу, кстати, идет тренинг работы душой. В текущем времени, да, развитие духа. Ну, дух, в принципе, он развивается с текущих моментов. Почему, например, у Иисуса, у святых, да, золотистое свечение? Потому что Создатель, давший им изначально, до их, да, появления, он дал же откуда? В том числе от начальной точки организации, то есть как бы из прошлого, да, золотистое свечение. Поэтому получается, что мы имеем различные оптические элементы развития, и, в общем-то, умение ими работать также в плане тренинга создает на определенном уровне именно конструкцию абсолютной управляемости с точки зрения реальности. Например, я диагностирую там самолет, это действительно, этот дефект, он действительно устраняем, действительно самолет не падает. И когда вы входите в этот элемент реальности, ну не обязательно в самолет, вы можете любую систему спасать таким образом. Например, оздоравливать человека, на любом расстоянии решать какие-то управленческие системы. И получается, что вот такая позиция действия, она вырабатывает именно, ну, как бы 100% гарантированность, что точно не произойдет как максимум. Ну, это глобальная катастрофа это в максимальной форме. Если много людей, то уже точно известно, что не произойдет даже локальная катастрофа. А если все сконцентрированы на этом уровне, вот я опять к тому же привожу, что вообще не произойдет, ну, как бы даже минимальных там каких-то, не говоря о катастрофическом, может быть, минимальных там каких-то болезненных явлений. И получается, что вот этот уровень объединенности, направленный на достижение, получается, свободы, ну, действий каждого, ясно, что это уровень Создателя, изначально давшего полную свободу личности. То есть можно логически прийти к тому, что есть уровень Создателя. И на этом уже, вообще говоря, строить динамически, как бы логическую систему с учетом собственной логики развития. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.